10 ваших ошибок. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна. Я рада, что вы смотрите это видео. Сегодня мы разберем ваши ошибки. Что я хочу говорить о русском языке? Неправильное употребление глаголов совершенного и несовершенного видов. Правильно, что я хочу сказать о русском языке? Сейчас сказать только один раз. Другой пример. Я пошла и сидела на скамейку. Я пошла и села на скамейку. Это разовое действие. Значение глаголов совершенного и несовершенного вида, а также множество примеров вы найдете в моем видео об этих глаголах. Ссылка вверху. Мне очень нравится это язык. Это мы используем с глаголом «есть» или в среднем роде. Например, это хорошо. Это озеро огромное. Озеро – средний род, поэтому это озеро. А язык какой? Этот. Мне очень нравится этот язык. Салат из морепродуктов. Это вкусный. Салат из морепродуктов – это как? Вкусно. Если вы хотите охарактеризовать глагол, то используйте наречие. Это есть как вкусно. Но есть мы не употребляем. А если вы хотите охарактеризовать существительное «салат», то используйте прилагательное. Салат какой? Вкусный. Салат из морепродуктов. Он вкусный? Наш президент с детьми ужинает в ресторане вчера. Неправильное употребление времен глаголов. Если это было вчера, то используйте прошедшее время. Вчера наш президент ужинал с детьми в ресторане. Я очень понравлюсь Москва. Запомните, я люблю, но мне нравится. Мне очень нравится Москва, мне понравилась Москва. Или если вы никогда не были в Москве, но уверены, что она вам понравится, вы можете сказать «Мне понравится Москва». Когда я вернулся раненым в Первую мировую войну, вы была рядом со мной. Вы – это множественное число, значит вы были. Если была, тогда ты. Ты была. Я всегда не пою. У меня друзей нет много. В русском языке есть отрицательные местоимения и наречия. Используйте их. Я никогда не пою. Я никого здесь не знаю. У меня немного друзей. Я надо изучать грамматику. Со словами надо, нужно используйте дательный падеж. Например, мне надо изучать грамматику. Мне нужно позвонить. Я читаю быстрый. Используйте прилагательное для характеристики существительных, а наречие для характеристики глаголов. Я читаю как? Быстро. Машина какая? Быстрая. Сегодня мы разберем 8 распространенных ошибок, касающихся употребления предлогов. Вас благодарю для совета. Английский предлог for не всегда переводится на русский язык как для. Правильно, я благодарю вас за совет. Поздравь ее из меня. Английский предлог from не всегда переводится на русский язык как из. Правильно, поздравь ее от меня. Я тоже в карантине. Карантин – это как событие. А с событием мы употребляем предлог на карантине. Я тоже на карантине. Мы носим маску на автобусе. Ехать на автобусе как на транспорте, но если вы хотите сказать, что вы внутри автобуса, то быть, ехать, находиться в
автобусе. Я слежу на ваши посты. Я смотрю, любуюсь на, но слежу за. Поэтому правильно я слежу за вашими постами. Я вернулся из работы. Как понять, когда употребляем из, когда от, а когда с? Если вы пошли на работу, то вернулись с работы. Если вы вошли в дом, внутрь дома, то вышли из дома. Если вы побыли рядом и ушли, так сказать, не нарушая целостность, используйте предлог от. Например, Василий ушел от своей девушки. Я услышала об этом от подруги. Торт я ем с ложкой. Одно из значений творительного падежа – совместность действия. Например, я иду в кино с подругой, то есть я и моя подруга. Но я ем торт ложкой, не с ложкой, потому что ложка не ест торт, только я ем торт. Чем? Каким инструментом? Ложкой. Мне нужно лекарство для головной боли. Вы же не хотите, чтобы ваша голова продолжала болеть. Не хотите делать что-то для головной боли. Правильно? Значит, мне нужно лекарство от головной боли, от боли в желудке и так далее. Часто вы также можете услышать, как русские говорят: «Мне нужно лекарство от головы, от желудка». Это разговорный вариант. Люди обожают использовать краткие формы в разговоре, поэтому и говорят не таблетка от головной боли, а таблетка от головы. Ошибки, которые раздражают носителей русского языка. Первая ошибка. Я 25 лет, у нее 30 лет. Друзья, запомните, пожалуйста, когда мы говорим о возрасте, то используем дательный падеж. Например, ей 25 лет, моему брату 11 лет, Ивану 30 лет, моей подруге 22 года, ему 41 год. Мне 21 лет. Также частая ошибка. Запомните, 1 год, 21 год, 51 год, 101 год, 1001 год, но 11 лет. С цифрами 2, 3, 4 мы используем родительный падеж единственное число. 22 года, 33 года, 44 года. Со словами много, немного, мало, немало, несколько, цифрами от 5 до 20 родительный падеж множественное число. Много лет, мало лет, 5 лет, 36 лет, 88 лет и так далее. Я хорошо. Когда мы говорим о состоянии человека, то используем дательный падеж. Например, мне хорошо, ему плохо, ей жарко. У меня есть зеленые глаза, у меня есть высокий рост, у меня есть темные волосы. Запомните, при описании внешности мы не используем глагол «есть». Говорите просто: у него карие глаза, у нее стройные ноги, у моей сестры длинные волосы, у тебя красивая прическа. Но у него есть машина, у меня есть браслет, у тебя есть телефон. Я нет грустный, я нет денег. Нет – это ответ, а также отсутствие глагола «есть», «быть» в настоящем времени. Часто мы используем «нет» плюс существительное в родительном падеже. Например, «У тебя есть деньги?» Нет. То есть «нет» – это отрицание на глагол «есть». Например, «У тебя есть деньги?» А у меня нет денег. У него есть время, а у нее нет времени. Не – это отрицательная частица. Мы ее ставим перед словом, которое отрицаем. Например,
Ты спал? Нет, я не спал. Эта книга не интересная, а скучная. Это не совсем правильно. Я напишу не рассказ, а роман. Это неплохо и нехорошо. Я учусь русский язык. Запомните, пожалуйста, возвратные глаголы мы не используем с существительными винительного падежа без предлога. Если хотите использовать возвратный глагол, например, «учусь», то где или чему? Я учусь в университете. Я учусь русскому языку. Если вы хотите сказать, что вы учите, не используйте возвратные глаголы. Например, я учу что стихотворение, я изучаю что экономику. Используйте невозвратный глагол. Я говорю по-русски язык. Я говорю русский язык. С глаголом мы используем наречие. Говорю как? По-русски. Или такой вариант. Я говорю на русском языке. Я знаю что? Я знаю русский язык. Спасибо больше. Вы хотите охарактеризовать слово «спасибо». Правильно? Для описания мы используем прилагательное. Поэтому спасибо какое? Большое. Большое спасибо. Вы очень хорошо учительница. Вы отлично. Та же ошибка. Учительница какая? Хорошая. Вы очень хорошая, замечательная учительница. Вы отличная учительница. Используйте прилагательное для характеристики существительного. Это очень отлично. Очень, очень хорошо. Друзья, по-английски мы ведь тоже не говорим This is very wonderful, very super. Ведь так? Я тоже люблю слово «очень», но иногда оно лишнее. Говорите просто замечательно, супер, превосходно, великолепно, потрясающе. И последнее. Тост на здоровье. Русские люди так не говорят. Мы говорим «будем здоровы», «за ваше здоровье». А когда же мы употребляем выражение на здоровье? Например, вы в гостях и похвалили блюдо, которое приготовила хозяйка. Часто в ответ вы можете услышать «на здоровье», «ешьте на здоровье». Это значит «спасибо». Спасибо за вашу похвалу, спасибо, что вы оценили. Это спасибо только другими словами. Я предлагаю вам разобрать ошибки вместе со мной, которые сделали мои друзья-иностранцы. Надеюсь, они себя узнают и не обидятся, потому что мне кажется, что разбор этих ошибок будет полезен вам всем. Итак, первое предложение с ошибками. Можно я никогда не учу русский язык? Это вопрос. Можно я никогда не учу русский язык? Слово «можно» мы используем, когда хотим о чем-то попросить. Например, можно я съем последнюю конфету? Можно я не буду учить грамматику русского языка? Если вы не уверены, используйте слова «наверное», «возможно», «вероятно». Например, вероятно, я никогда не выучу русский язык. Далее глагол «учу». В этом предложении он несовершенного вида и обозначает процесс. Мы же хотим говорить о результате. Следовательно, будем использовать форму глагола «выучу». Возможно, я никогда не выучу русский язык. Следующее предложение с ошибкой. У тебя есть хороший день? Мы используем глагол «есть» в настоящем времени очень редко. Зачастую, когда хотим выразить принадлежность. Например, у меня есть брат. У тебя есть сестра.
В этом случае правильно задать вопрос так. Все хорошо? У тебя все в порядке? Или использовать прошедшее время. У тебя был хороший день? Следующая ошибка – неправильный перевод английского предлога from. Поздравь из меня. Правильно говорить поздравь от меня. Еще примеры. Прими от меня подарок. Говорят, что человек произошел от обезьяны. Предлог из мы используем, если хотим что-то откуда-то достать. Извлечь. Например, достать ключи из сумки. Следующая ошибка – неправильное определение рода имени существительного. Например, такие слова, как фортепиано, пони, пенальти и другие, заимствованные из других языков. Иногда, когда вы общаетесь с носителем русского языка, не всегда он может вас научить говорить по-русски правильно и правильно определять род таких слов. О таких словах, несклоняемых существительных, у меня есть отдельное видео на канале. Я оставлю на него ссылку в описании. Возьмем, к примеру, слово «кофе». Это имя существительное мужского рода, хотя имеет окончание среднего рода. Даже русскоговорящие не всегда употребляют его правильно, и можно услышать от них иногда «кофе горячее». Я выпью его позже. Правильно говорить горячий кофе. Следующее предложение с ошибкой. Мой день был хорошо. В этом предложении мы описываем день. Следовательно, нам нужно подобрать к нему имя прилагательное. Например, мой день был хорошим. Мой день был тяжелым. Мой день был трудным. Мой день был долгим. А еще лучше, у меня был хороший день. Этот день принадлежит мне. Он мой, и я хочу выразить его принадлежность. Поэтому можно использовать выражение «у меня». Например, у меня есть кот. У меня был тяжелый день. Это не совсем правильно, но очень часто русские люди любят говорить не «моя подруга», а «у меня подруга нашла новую работу». Правильно говорить «моя подруга нашла новую работу». Если мы хотим охарактеризовать глагол, то будем использовать наречие. Например, «Мой день прошел как?» Хорошо. Или все хорошо, то есть все есть хорошо. Но форму глагола есть в этом случае мы не используем, поэтому говорим просто все хорошо. Или все идет как? Хорошо. Мы продолжаем разбирать ваши ошибки. Первое предложение. Здесь некогда очень холодно. Что такое некогда? Это когда не хватает времени. Например, мне некогда с тобой разговаривать. Нам же нужно отрицание. Слово «никогда». Здесь никогда не бывает холодно. Еще примеры. Я никогда не ношу платья зимой. Когда ты начнешь ложиться спать вовремя? Никогда. Следующее предложение. Вы и ваш друг будете или вы и ваш друг будут? Какой вариант правильный? Вы и ваш друг. Ты и твой друг.
Значит, будем использовать множественное число, ведь вас двое. Говорят о вас, значит вы. Вы будете. Если говорят о ком-то другом и их несколько, то будут. Они будут. Следующее предложение. Я люблю понедельник больше. Слово «больше» относится к сравнительной степени, поэтому уточняйте. Больше, чем что? Больше всего. Больше пятницы. Например, я люблю понедельник больше, чем воскресенье. Следующее предложение. Я люблю снег больше. Та же ошибка. Больше, чем что? Больше, чем дождь? Больше, чем солнце? Уточняйте. Следующее предложение. Спасибо больше. Слово «больше» относится к сравнительной степени, а нам нужно охарактеризовать слово «спасибо». Спасибо какое? Большое. Поэтому в данном случае мы будем говорить «спасибо большое» или «большое спасибо». Следующее предложение. Нет, я люблю зима. Если вы хотите сказать, что не любите зиму, то нужно добавить еще одно отрицание. Нет, я не люблю зиму. То есть не зима, а зиму. Кого, что вы не любите? Зиму. Поставьте существительное в винительном падеже. В одном предложении может быть целых 3 отрицания. Например, я никому ничего не должен. Если у вас спрашивают, ты ведь не любишь зиму, правда? Это риторический вопрос. И вы хотите возразить? Отвечайте, нет, я люблю зиму. Мы продолжаем разбирать ваши ошибки. 10 новых ошибок. Первое предложение с ошибкой. Есть правило в вашей стране, чтобы нельзя курить где-нибудь. Ох, очень сложное предложение. Сразу скажу, как правильно. Есть ли закон в вашей стране, запрещающий курить в некоторых местах? Или есть ли места в вашей стране, где курение запрещено? Под местами имеются в виду какие-то помещения, закрытое пространство. Например, в самолете курить нельзя. Отвечу на этот вопрос. У нас нельзя курить в общественных туалетах, в коридорах, в подъездах, в большинстве кафе и ресторанах, в некоторых барах. В общем, нельзя курить в общественных местах. Можно курить на улице. Вообще, зачастую у здания на улице есть специальные места для курения. Следующее предложение. Я не могу не согласиться с вами. I can't agree with you. Неправильный перевод. 2 отрицания дают утверждение. I have to agree with you. Следующие ошибки. Слово со окончанием «а-я». У нас 2 окончания «а» и «я». Следовательно, слово будет не одно, поэтому правильно слова с окончаниями «а-я». Почему с окончаниями, а не со окончаниями? Слишком много гласных в одном месте стоит рядом. Это даже тяжело произносить и звучит некрасиво. Такое же правило есть во французском языке, когда мы не говорим «жо», «эм», мы говорим «жем». В русском языке то же самое, с окончаниями, но со мной, со мной.
Следующее предложение с ошибкой. Как реализоваться свою цель в этом году? Правильно. Как реализовать свою цель в этом году? Как достичь своей цели в этом году? Как реализовать что? Винительный падеж. Свою цель. А возвратные глаголы, такие как реализоваться, исключают употребление прямого дополнения в винительном падеже. Вы можете сказать «план реализовался», если вы не знаете, кто выполнил план, или «я реализовал план». Следующее предложение в продолжение к предыдущему. «Я учусь русский язык». Та же ошибка. Возвратный глагол не употребляется с существительным в винительном падеже. Поэтому правильно «я учу кого что? Русский язык». Или «я учусь». Следующее предложение. Я просыпаюсь часто в 6 часов каждое утро. Или часто, или каждое. Например, я часто встаю в 6 часов утра. Каждое утро я просыпаюсь в 6 часов утра. Следующее предложение. Today is not January, but December. Сегодня не январь, но декабрь. Неправильное употребление союза. В этом предложении лучше использовать противительный союз «а». Сегодня не январь, а декабрь. Здесь у нас противопоставление. Еще примеры. Я не работаю, а учусь. Я не учусь, а отдыхаю. Следующее предложение. Кто настоящий президент страны? Неправильное употребление прилагательного настоящий. Правильно. Кто нынешний президент страны? Кто сейчас правит страной? Кто сейчас президент этой страны? Примеры употребления прилагательного настоящий. Он настоящий тиран. Это значит, что ему присущи все качества тирана. Она настоящая домоседка. Следующее предложение. Это очень отлично. Отлично, excellent, great. Вы же не говорите по-английски very great. Поэтому правильно говорить это отлично, это замечательно или это очень хорошо. Последнее предложение с ошибкой. Ваше видео очень интересный мне. Существительное видео среднего рода, поэтому правильно. Ваше видео очень интересное для меня. Ваше видео очень интересно мне. Интересно – краткая форма имени прилагательного. Ваше видео очень полезное. Ваше видео очень информативное. На сегодня все. Надеюсь, это видео вам понравилось и будет полезным. Спасибо, что смотрите мои видео. Пока!